Через несколько дней после свадьбы Виктория решила устроить сюрприз для мужа. Она спряталась в шкафу спальни, надеясь напугать его в шутку, но когда Артем вошел в комнату и заговорил по телефону, ее сердце замерло. Услышав его слова, она поняла — ее жизнь рушится. Виктория стояла у зеркала, проводя пальцами по изящной линии шеи. Отражение показывало красивую женщину с легкой улыбкой, но внутри все бурлило. Перед глазами всплывали кадры недавней свадьбы, день, который должен был стать началом их счастливой совместной жизни. Свадьба прошла в прибрежном городке Кассель-Бэй, где она мечтала побывать с детства. Артем сделал ей предложение именно там, под светом звезд на фоне шумящих волн. Он был обаятельным, обходительным, заботливым. Его слова о любви звучали искренне. В тот момент Виктория не сомневалась. Это он, ее человек, ее навсегда. Они познакомились год назад на благотворительном вечере. Артем помогал организовать сбор средств для детского дома, Виктория была волонтером. Он подошел к ней с бокалом шампанского и шуткой, и за считанные минуты между ними вспыхнула искра. Общие взгляды, легкость в общении, уверенность, которую он излучал, все это притягивало. Он ухаживал красиво: цветы, ужины, прогулки под дождем. Он был тем, кого она искала всю жизнь. После свадьбы они переехали в уютный особняк в пригороде, с террасой, видом на лес и запахом хвои по утрам. Артем купил его заблаговременно, сказав, что всегда мечтал жить в таком месте с любимой женщиной. Первые недели были как в кино. Вино на закате, завтраки в постель, бесконечные разговоры о будущем. Виктория ловила каждый момент. Ей казалось, она живет во сне. Но вскоре сказка начала тускнеть. Виктория замечала перемены. Артем все чаще говорил по телефону, уходя в другую комнату. Он избегал разговоров о работе и финансах, стал раздражительным, если она задавала лишние вопросы. Он возвращался позже обычного, с усталым, отстраненным взглядом. «Все хорошо, любимая. Просто завал на работе», — говорил он и целовал ее в лоб. Иногда он прятал ноутбук, закрывал вкладки, когда она заходила в кабинет. А однажды она заметила, как он сменил тему разговора, когда заметил ее у двери. Мелочи, но каждая из них оставляла царапину. Виктория пыталась гнать от себя тревожные мысли. Она говорила себе: «Он устал, но скоро все наладится. Все пары через это проходят». В тот вечер она решила устроить сюрприз. Хотела вернуть легкость, игру, веселье. Купила торт, надела новое белье, зашла в спальню раньше него и спряталась в шкаф. Она хотела напугать его в шутку, выскочив в нужный момент, как делала до этого не один раз. Но когда он вошел в комнату и заговорил по телефону, Виктория застыла. «Да, я на месте», — тихо произнес он. Все прошло по плану. Свадьба — чистая формальность. Она ничего не подозревает, подпишет все бумаги. Доверчивая, как и говорили. Скоро можно переходить к следующему этапу. Холод прошел по ее позвоночнику. Она не могла дышать. Его голос, знакомый, любимый, звучал чуждо. Предательство не просто ранило ее, оно обрушилось, как камень. Когда Артем ушел, она долго сидела в шкафу, не в силах пошевелиться. Слезы текли по щекам, смешиваясь с пылью и страхом. Но паника не помогла бы. Она поняла. Если он способен на такую ложь, она должна быть осторожной. Нужно знать, с кем он говорит. Какие бумаги? Что он задумал? Она вытерла слезы, встала перед зеркалом и натянула улыбку. Теперь началась игра. Она будет той, кого он хочет видеть, чтобы выиграть время и раскрыть правду. Первым человеком, кому Виктория решилась рассказать, стала ее подруга Эмма. Они были знакомы со школы, прошли через многое. Эмма не удивилась. «У тебя всегда было чутье, Вика.
Если ты это почувствовала, значит, что-то не так. Они разработали план. Артём часто принимал ванну вечером, а телефон оставлял на тумбочке. Виктория должна была отвлечь его и получить доступ. Пароль оказался простым — дата свадьбы. В переписке было сообщение: «Завтра, 22:00, склад у старой пристани. Не забудь документы». На следующий вечер Виктория и Эмма приехали на место. Укрылись в кустах, спрятавшись от уличного света. Сердце Виктории колотилось так, что она боялась. Звук может выдать их. Артём прибыл вовремя. С ним разговаривал мужчина в темном плаще. «Я женился, доступ получил. Осталось немного. Деньги скоро будут на счете. А что будет с ней?» — спросил Артём. «Не волнуйся, ее уберем. Она не проблема», — ответил мужчина. Виктория едва не вскрикнула. Эмма сжала ее руку. Они все сняли на видео. Запись стала их щитом. Но они знали, что одной записи недостаточно. Нужно было больше. Через пару дней, когда Артём уехал по делам, Виктория и Эмма проникли в его кабинет. За книжным шкафом они нашли сейф. Эмма догадалась ввести год рождения Артёма, и сейф открылся. Внутри папки с документами, фиктивными счетами, договорами, схемами переводов на офшорные счета. Все подтверждало. Артём был замешан в крупной афере. Они нашли бумаги, где Виктория якобы подписывала согласие на открытие счетов, перевод средств, передачу долей. Почерк был ее, но она не помнила, чтобы когда-либо подписывала такие документы. Он подсовывал их под видом любовных писем, формальностей брачного контракта. Она отсканировала все бумаги и обратилась в полицию. Артёма арестовали через 3 дня прямо у них дома. Он кричал, обвинял Викторию в предательстве, грозил: «Ты еще пожалеешь. Думаешь, победила? Все еще может измениться». Но было поздно. Следствие подтвердило, он обманывал не только Викторию, но и десятки людей. Использовал женитьбу, чтобы получить доступ к финансам, подкладывал бумаги для подписи, маскируя их под брачные соглашения. Суд длился несколько месяцев. Виктория проходила через него как по битому стеклу, но не сдавалась. Артёма приговорили к 9 годам лишения свободы. Дом, в котором они жили, больше не был домом. Виктория продала его и переехала в другой город. Она начала терапию, занялась йогой, устроилась работать в маленький книжный магазин. Люди, книги и тишина помогали ей вернуть себя. Иногда она просыпалась ночью в холодном поту с ощущением, что Артём рядом. Иногда ей снились свадьба и шкаф. Но с каждым днем было легче. Через год она поехала в Кассель-Бэй, туда, где началась сказка. Она смотрела на океан и чувствовала, как ветер уносит остатки боли. Любовь, которую она чувствовала, была настоящей. Но человек, к которому она ее испытывала, нет. И как бы страшно ни было, она снова научится доверять. Сначала себе, а потом, возможно, и кому-то еще. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.